Всех приветствую на моем канале. Решила продолжить серию выпусков про мои хвойные растения, и сегодня покажу вам ели. У меня уже были видео про ели Энгельмана, ссылки тоже прикреплю. Цель этих видео показать, как ели реагируют на наш южный климат, как они меняются за лето, что происходит. Вот посмотрев, вы сможете понять, почему именно я говорю про лето. Вот сейчас перед вами ель Glauca globosa. Весной можете посмотреть, какая она красавица на молодых приростах с такими яркими, голубенькими. А сейчас она прямо практически белого цвета, очень красивая. Но я бы не сказала, что это будет прямо очень карликовая елочка, потому что приросты ее одного сезона, вот смотрите какие. Сантиметров 5, можно так сказать. Очень хорошо она реагирует и на жару на нашу, не горит. Голубые ели, вот ели колючие, нормально на юге растут, и их легче вырастить, чем сортовые ели обыкновенные. Вот она у меня без стрижки. И видите, она выдает несколько макушек, то есть она пытается выдать лидера. Мне это нравится. Я, честно, не люблю такие все застриженные правильные формы в саду, поэтому не формирую ее, а даю ей вольно расти и жить, как ей нравится. Красивая, конечно, невероятный цвет. Очень яркая, очень светлая, очень нарядная. Предполагаю, что вырастет она, в принципе, в своем очень взрослом возрасте, наверное, метров до 2, я думаю. И будет такая неправильной формы, более даже конусовидная ель. Посмотрим. Пока она выглядит вот так. Еще раз напоминаю, это Glauca globosa. Этой ели, я вам сейчас скажу, 9 лет. 9 лет она у меня в саду. Покупала ее, не помню, по-моему, около 5-литрового, наверное, объема горшка. Такая была не очень прямо маленькая, но растет она неплохо. Это ель сербская Pendula bruns, которую я летом покупала и показывала вам, заказывала с оптхоза. Маленький такой череночек. Я даже ожидала, что будет меньше. Очень красивая ель. Это будет очень узкая, плакучая форма ели. Почему говорила, что ели на юге очень сложно некоторые сорта выращивать? Вот сейчас показываю. Я заказывала 2. Сейчас уберу, чтобы не было так контрастно. У нас еще подмерзшая земля такая. Вот смотрите, 2 елочки. Одна сгорела просто жутко. Видите, вот цвет иголочек. Вот так она перенесла вот июль и август, хотя она росла в легком перетенении. Но вот эти температуры, наше южное солнце, вы видите, что делает? То есть она живая, конечно. Но как она будет вообще акклиматизироваться и прирастать, я не знаю. Пересадила их. Вот это, кстати, росла внутри куста мирабилиса. Поэтому она такая вся зелененькая. То есть она вообще в полной тени была. А это была в притенении и частично получала солнце. Поэтому, конечно, вот так это все печально выглядит. Жалко, грустно, но это вот реальность южного климата. Видимо, нужно какие-то более жароустойчивые сорта искать. Хотела именно этот сорт завести. Заказала 2. Была изначальная идея, вот все плакучки мне нравятся по 2. Пришлось посадить сейчас пока вот сюда, в компании Glauca globosa. Вот если все получится, и они тут укоренятся, то над дорожкой у меня будет такие 2 скрюченные, узкие, красивые ели. По крайней мере, здесь будет тень, и у них будет вообще шанс выжить. А вот эта красавица Вергата. Покажу вам сейчас ее. Такая у меня пальма. Просто
Прекрасная ель, всегда столько комментариев по поводу этой елочки. Действительно, зрители делятся и вообще садоводы на любителей змеевидных елей и тех, кто их не особенно ценит и понимает. Но это дело вкуса, конечно. Вот эта ель ужасно нефотогеничная. Ее всегда очень тяжело красиво снять, сфотографировать, показать. В общем, сложно. Что могу сказать? Вообще довольна ею. Смотрите, какие у нее прекрасные, зеленые, сочные, мясные такие приросты. Хорошо она приросла, хорошо себя чувствует. Посадила я эту ель в прошлом году. Вот у нее такая юбочка здесь, потом такая голая шейка, и сверху пошла пальма. Видите, отступление, мороз сегодня был -4, клещевины побила. Будет мне сегодня чем заниматься, надо будет их выпиливать, что стволы уже ого-го. Так вот, возвращаюсь к вергате. Вот у нее хвоепад. Видите, когда немножечко хвоя, они сбрасывают хвою прошлогоднюю, она покоричневела, то есть она поменяется, и все будет хорошо. А молодые приросты такие прямо сочные, живые. Как можно понять, хвоепад это или сгорела ель? Но я так понимаю, что молодые приросты, когда коричневые, это либо она у вас сгорела, либо это какое-то заболевание. Вот такие сочные, свежие, молодые приросты. И вот он хвоепад, видите, коричневенькие старые иголочки. Она их поменяет. Как же тебя, вергата, показать? Я видела в Краснодаре взрослую ель. Я предполагаю, что это вергата в парке. Она невероятно красивая, настолько интересно вот эти ее хаотически свисающие почти до самой земли ветки смотрятся невероятно. Вот по поводу этой юбочки пока не решила. Может быть, оставлю, посмотрю, как она будет дальше развиваться. А может быть, придется убрать и оставить ее на штамбе, на таком. Сейчас попробую вам показать другого ракурса. Может быть, отсюда попробую показать. Вот, смотрите, видите, какой красивый цвет у молодых приростов. Прямо изумрудный, очень яркий, сейчас аж светится на солнце. И вот у нее такая макушка. То есть либо это будет вот на штамбе такая вергата, и будут свисать красиво ветви до земли, и низ я со временем уберу, так как у меня здесь 2 коники, сейчас к ним вернусь. Либо, в общем, буду наблюдать по ней. Во всех вариантах, я думаю, будет интересно и неплохо. Вергата очень высокорослая ель будет. И очень объемистая. Может у нее радиус быть и до 5 метров. Но она очень такая сквозная. Поэтому в компании с такими интересными плакучками, я думаю, будет очень достойно выглядеть. Я люблю вергату. Очень нравится. У меня есть еще змеевидная ель, покажу вам. Вот, в общем, по поводу лета, вергата устойчивая оказалась к нашему южному климату, и я ее рекомендую. Она солнца так не боится, как, например, сербская. Также в саду у меня растет 3 канадских елочки. Сейчас показываю вам самую маленькую. Каждый раз на Новый год я возвращаюсь с 5 с этой полупогибшей елью, потом ее спасаю. Сорт ее не знаю, просто канадская коника. Вообще мне писали комментарии когда-то, что коника это и есть ее сорт. Нет, неправда. Бывает очень много разновидностей канадских елей, именно ели коника. Например, Сандерс Блю будет с голубыми приростами, с такой варигатностью интересной. Дейзи Вайт с белыми, с желтыми. Поэтому и коники тоже делятся, у них тоже есть подсорта. Вот теперь подсорт моей останется тайной. И сейчас покажу вам еще 2. Котик мой вышел погулять, отдыхает Зизичек. Солнышко, да, хорошо. Вообще сегодня был такой неплохой морозец. Сад, видите, как постапокалипсис. Соседской ивы, ветер вчера был страшный. Летят ветки. Вот только утром вышла, еще не чистила, не успела. Вот подошла показать вам еще одну конику. Это я уже брала в садовом центре.
прекрасно себя чувствует, растет у меня в легком притенении, так как у меня здесь, видите, пергола, и такие прямые солнечные лучи на нее в огромном количестве не попадают. Вот эти елочки, они часто с южной стороны зимой обгорают, да иногда и летом, когда очень жарко, но у меня вот, слава богу, все хорошо. Но в прошлом году зимой, когда у нас в феврале стоял минус, у нас не всегда минус, и не всегда так сильно, и долго, а снег лежал, и, в общем, солнце было яркое, я их притеняла сеткой. Поэтому вот видите, в принципе, какая живая, у нее красивая хвоя. Много очень почек заложили. Я люблю эти елочки, такие горки, некоторые пошире, некоторые поуже. Вот у меня здесь прямо на таком месте она растет, очень на видном. Сижу, любуюсь. А эту коннику тоже я брала на Новый год, тоже я ее спасала. Она прямо так отозвалась и очень хорошо пошла в рост. Смотрите, какая красавица. Очень интересная. Люблю их за то, что они такие набитые, столько приростов у них, такие зелененькие иголочки. Просто классные елки. Вот у меня здесь подсажены две конники, видите, вот одна и вторая, и над ними вергата. Вот почему говорю, что, может быть, со временем уберу вот эти нижние ветки, вот эту юбочку, оставлю здесь место для двух конник, а над конниками будет вергата, как раз будет их слегка притенять, и будет так интересно смотреться. Вот конники медленно растущие елочки, ну где-то я так предполагаю по росту моих, что перерастают они сантиметра на 3-4. Но из-за того, что она такая густая и набитая, это смотрится, в принципе, не так медленно. Вот она просто гуще становится, еще гуще, и немножечко подрастает вверх. Поэтому вот даже когда берешь, она такая лысенькая, она прямо раз-раз, пару лет, она вот такой вот еловый шарик. По малышатам, вот у меня тут еще ясельная группа, подрастает елочка Пуш. Это мутация была на еле акракона, ее сохранили, такая ведьмина метелка. Вырастает таким небольшим лохматым шариком, и вся будет усыпана ярко-розовыми шишками, вот как на еле акракона. Пушек я заказывала, тоже мне подруга подарила ее, Соптхоза заказывала. И она была вообще такая малышка-малышечка. Но, несмотря на это, вот подруге даже пришла уже с одной шишечкой. У меня шишечек еще на ней не было, но вот я вам специально показываю. Вот это прирост одного сезона. Вот видите, вот как выдвинулись веточки. Поэтому, если я говорю, что, допустим, коника прирастает сантиметра по 2, по 3, то ель-пуш прирастает сантиметра по 4, по 5. Поэтому я не знаю, насколько она, может быть, потом остановится, но пока я довольна. Не хотела эту ель брать маленькой. Думаю, господи, сколько я буду, 50 лет выращивать. А она так продуктивно растет, что, в принципе, я думаю, лет через 5 уже будет очень интересный экземпляр. Друзья, но я неравнодушна к елям Энгельмана, поэтому у меня в коллекции две. Тоже есть видео, я их показывала, и показывала их приросты молодые, весенние. Вот сейчас показываю вам ель Энгельмана Бушлейс, кружева буша. Вот на этой еле прямо хорошо видно, видите? Я не знаю, солнышко, конечно, засвечивает. Вот контраст. Прошлогодняя хвоя зелененькая, а вот молодая, такая, я бы даже сказала, что она голубо-бирюзовая какая-то, интересный очень сорт. По ее приростам. Молодые вам показывала, вот сейчас они уже такие твердые. Ну вот он, смотрите, вот видите, почка, вот он прирост. То есть растет она довольно неплохо. Их очень хорошо заложила почки на следующий год. Бушлейс будет около, я так понимаю, 2 метров в диаметре. Такая не очень толстая.
Но очень красивая, очень контрастная ель, потому что вот смотрите, видите, сейчас, наверное, видно. Она как будто двухцветная. Когда это уже высокий большой экземпляр, будет очень-то нарядно смотреться. Старая более зеленая хвоя, а молодая голубая. Поэтому будет выглядеть она как кружевная такая плакучая форма. Красивая елочка. Будем наблюдать за ее развитием. Посадила я ее в прошлом году примерно в эти же числа осенью. То есть у меня она растет уже год. Не горела совершенно. Вообще солнце ей не страшно, наше южное. Зима тоже на ура прекрасно не укрывала. Сегодня комментарий получила, женщина переживает, саженцы заказала. Вот по елям не переживайте, они не боятся мороза. Они прекрасно себя чувствуют. Вот привет вам такой кошачий. Рыжик. Решил просто прийти тут покататься. Так что сажайте, не бойтесь. Их даже легче посадить осенью, нежели весной, потому что у нас резко жарко становится на юге, потом тяжелее акклиматизироваться, а зима у нас качели, мороз, тепло, ну не сильные. Но они и в Сибири растут ели, вы же понимаете, что это вот очень морозоустойчивый вид хвойных растений, поэтому за ели не переживайте. Вот наша красавица бушлейс. Ну а это вообще, конечно, изюминка такая в моем саду, любимая тоже елочка, очень она мне нравится. Это ель Энгельмана Снейк. Ну, красотка просто, вы видите, она практически не имеет бокового ветвления. Вот в этом ее и изюминка. Будет вырастать такая вертикаль. И такие вот от нее будут змеевидные веточки отходить. Очень красивый цвет у ели, очень красивый. Такой тоже голубой, прямо с бирюзовым, такой темный. Прошлогодний, видите, даже с зеленцой. И вот это ее приросты. Приросты просто великолепные. Вот смотрите, какие. Очень хорошие. То есть ель немедленно растущая. Продолжение кошачьей темы. Вот смотрите, верхний прирост и верхушечный сколько заложил почек. То есть будет очень хорошее такое добавление веточек, потому что прям вот с самого начала почка, прям очень много почек. Вот смотрите, по ветке, видите? Вот ветка идет, на ней боковых почек нет. Только закладывает почку в продолжение. Вот такая необычная ель. Очень крутая, очень классно смотрится. Видела ее тоже в динамике. Попалась она мне в каком-то чешском саду. Мне присылал подписчик тоже видео, который выращивает такую же ель Энгельмана Снейк. Благодарю, очень интересно было ее увидеть в динамике. Красавица. Вот видите, у меня тут хвойная группа. Вот эти растения, тут у меня кипарисовики, можжевельник. Потом сниму видео, расскажу. То есть на фоне этих растений будет такая хаотичная ель, будет очень интересно смотреться. Ужас, все, конечно, в ветках, в сухих ветках от ивы. Будет мне сегодня чем заниматься. И вот так всю зиму вот они летят, ломаются. Очень хрупкое растение. После каждого ветра вот так летят ветви. Вот теперь подхожу к ели. Будем ее так просто ласково называть. Ель колючая. Сорт я ее не знаю. Уже рассказывала, что купила на рынке когда-то еще в самой начальной стадии формирования сада. Все думала, что же с ней сделать. Потом, когда уже начала увлекаться более сортовыми. Но ухаживаю за ней. Она красивая. Цвет хвои мне тоже у нее очень нравится. Смотрите, какая. Отзывается как хорошо. Я ее уже третью весну я ее прищипываю. Кстати, вот по елям на зиму обязательно вот беру или перчатки жесткие такие одеваю, или у меня есть такая еще гребеночка, такие грабельки. Все ели я на зиму вот так от листьев вычищаю. Ну, как
по возможности. Потом они еще прилетают опять. То есть всю зиму я этим занимаюсь, чтобы не было прения. Поэтому тоже не ленитесь, прочищайте, чтобы оно не гнило в елочках. Я предполагаю, что это будет большая, высокая ель. Но буду я ее прищипывать и стричь постоянно. То есть я не хочу, чтобы она у меня была невероятно огромная, разлапистая и голая внутри. Я не люблю вот это дело страшно, поэтому буду прищипывать и буду стричь. На прищипку она невероятно великолепно отзывается, но если вы собираетесь прищипывать, начинайте вот прямо сразу прищипывать. Не тяните. Чем раньше начнете прищипывать, тем будет гуще и красивее сама елочка. Была такая мысль тоже сделать ей прививку на верхушку и посмотреть, что-нибудь более интересное привить. Думала, что-нибудь типа My Gold. Посмотрим, не знаю, пока оставляю ее вот в ее сорте. Буду любоваться, смотреть, пока нравится мне, красивая. Растет она, в принципе, быстро. Вот смотрите, видите ее приросты? Вот смотрите, вот эта веточка. Кстати, очень хорошо заложила почки. Прищипываю я ее прямо на молодых побегах. Кто смотрит канал, видел. Я показывала, как я это делаю. На самом деле это недолго. Минут 15 у меня занимает прищипнуть эту елочку. Подошла к ней быстро, раз-раз пальцами прямо по мягкой хвое. Ноготком так пережимаю, и они очень легко и мягко отделяются. И она успевает поэтому заложить очень много почек. Вот смотрите, эта сторона этой ели выходит на солнышко, а вот эта теневая. Все в ветках. Вот теневая. Насколько, да, разница в развитии. Все-таки любят солнышко. Тоже не горела и не болела ни одного раза. Слава богу, люблю такие устойчивые сорта. Поэтому ели колючие намного легче переносят наш южный жаркий климат. Показываю ель нидиформис. Я ее пересадила этой осенью, потому что она тоже у меня пригорела. Пригорела она то ли потому, что еще только она первый год росла. Может быть, укорениться будет легче. Но я ее пересадила в притенении. Думаю, посмотрю, как она дальше будет себя чувствовать. Изначально была вот такая, видите, красавица. Такая подушковидная тоже ель. Красиво, очень красивые ее весенние приросты. Вот видите, пригорела. Вот даже нидиформис пригорела. Потому что просто невыносимое стоит солнце у нас летом. Иногда на градуснике от 40 и выше, и до плюс 50 на солнце поднимается. Поэтому тяжело вот елям обыкновенным у нас в саду. А вот рядом с ней бамбук у меня растет. Видите, карликовый. Красивый. Так что вот пересадила. Посмотрим, как она будет здесь в притенении развиваться. Надеюсь, ей будет полегче. Вот с такой же проблемой я столкнулась при выращивании ели акракона. И комментарии у меня были, что не горят акраконы, не знаю, может быть, в более зрелом возрасте не горят. Но маленькая у меня горела. И вот даже сейчас, посмотрите, видите? Хотя росла вот уже притененная, я специально подсадила куст пенисетума к ней. Но тяжеловато. Я надеюсь, что все-таки чем будет старше, тем будет легче ей акклиматизироваться. Вот эту акракону я выращиваю тоже с малыша. Посмотрим, как. Тоже посадила в притенении. Теперь она будет в компании, когда подрастет, с нидиформис. Я так думаю, будет интересно это смотреться в паре. Главное, чтобы все-таки они у нас выжили. Мороз великолепно, лето жуть. И напоследочек вам оставила самую многострадальную, бедную в моем саду, ель вилсцверг. Вот смотрите, как она сгорела. Сейчас прям сверху покажу. Вот так мы пережили наше лето. Вот это яркое, ужасно жаркое. Слава богу, что почки не пригорели. Весной она отойдет. Вот смотрите, видите внутри, какая она зеленая.
Это вот явный показатель того, что она сгорела просто. Видите, сгорели молодые приросты, молодая хвоя. Растет, в принципе, в притенении, но в легком. Не знаю уже, что с ней делать, в общем. Моя боль, эта ель, она мне нравится очень. Сама по себе красавица. Но как ее спасать? Не хочется выращивать растение, которое будет постоянно в каких-то чехлах, в каких-то сетках. Поэтому, южане, не торопитесь с приобретением елей обыкновенных. Ели колючие, то есть оттенки голубые, намного легче переносят жару, чем вот эти бедненькие, страдающие у нас сортовые ели обыкновенные. Вот вилсцверг ужасно переносит жару, просто отвратительно. Не знаю, что будет дальше, то ли ее притянет все-таки куст вейгелы, который рядом, и ей станет легче. Ленкоранская акация, скоро над ней должна ветви свой зонтик раскрыть. В общем, вот так вот мы выращиваем елочки. Так что 1000 раз подумайте. Я вот благодарна, что хотя бы молодые почки все живые, не сгорели, только хвоя пострадала. То есть я жду весны. Весной она, по идее, распустится. И надеюсь, что уже в это лето у нее будет здесь тень от ленкоранки, чтобы она могла дальше развиваться. Друзья, видите, как опустел сад? Потому что выкопала все канны. Выкопала и, конечно, затянула с выкапыванием. В следующем году ни за что вот не буду так затягивать. Любовалась я, понимаете, каннами до последнего момента. Все мне их жалко было. Жалко, вот цветет. И долюбовалась. Земля мокрая, дожди поливают. Просто она как пластилин. Лопатой можно убить. В общем, полнейшее свинство, конечно. Выкапывайте канны раньше, по-сухому. Прогноз смотрим, копаем, не затягиваем. А я трудиться дальше. Теперь они у меня все просыхают в доме, так как уже морозы. Стоят все в ящичках. Когда просохнут, замотаю в газетки и опущу в погреб. Так что на этом заканчиваю обзор по елям. И обязательно сделаю вам еще обзор по соснам и по можжевельникам. Так что всем приятного окончания осени и до встречи в саду.